Поддержка кодека LHDC, сертификация HRS, активное шумоподавление до 46 дБ, Bluetooth чип версии 5.4, сверхнизкая задержка в 60 миллисекунд, технология BISA, панорамное звучание. Время автономной работы до 120 часов на одном заряде наушников и до 60 часов с функцией ANC. И это только небольшая часть того, что из себя представляют полноразмерные наушники под названием Bose Bowie 10 Max, по заявлению производителя. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я вам, разумеется, сейчас расскажу. Перейдем к обзору. Распаковка. Упаковка стандартная для Bose. На ней расположили краткие характеристики, изображения и название модели. Упаковка обыкновенная. В комплекте мы имеем сами наушники, кабель для зарядки с USB-A на Type-C, кабель мини-джек на 3,5 мм и краткое руководство с фирменными наклейками. Вес наушников 279 граммов, а габариты амбушюр по внутренним частям 57 на 41 мм. Далее. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. И еще и iPhone 16 разыгрываю. Для участия в розыгрыше Poco X6 Pro необходимо подписаться на этот YouTube-канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов под любым из роликов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в Телеграме. Для участия в розыгрыше iPhone 16 необходимо выполнить условия, указанные в ролике по ссылке в описании. Там все очень просто, в самом начале ролика рассказано. Перейдем к наушникам. Начнем. Поставляется данная модель только в черной расцветке. Форма чашек практически такая же, как и в большинстве полноразмерных наушников от этого бренда. Дизайн интересный, собрана модель из качественного матового пластика. Также на чашках можно заметить прозрачные вставки с глянцевым покрытием. Плюс места крепления чашек выполнены из металла, как и дужка в оголовье. Сборка неплохая, ничего не скрипит, не имеет заметный люфт, оголовье мягкое, материал, который использован для оголовья амбушюр, тактильно приятный. Регулировка размера происходит за счет 9-ступенчатой системы. Размер фиксируется отлично. Удобно, что 10 Max имеют складную систему, наушники можно сложить, и они не будут занимать много места в том же рюкзаке. Амбушюры имеют хороший эффект памяти, но даже при 10-градусной температуре на улице они становятся твердыми. Молчу про то, что будет с ними при минусовой температуре. Снять амбушюры и заменить их возможность есть. Посадка наушников комфортная, сила зажима умеренная, амбушюры не давят и пассивная шумоизоляция хорошая. Чашки могут регулироваться как по горизонтали, так и по вертикали. Далее, на самих наушниках можно заметить надпись Bose и BISA, краткую информацию, маркировку Left и Right во внутренних частях чашек, LED-индикаторы, разъем Type-C для зарядки, разъем на 3,5 мм для подключения наушников по кабелю, микрофоны, переключатель технологии ANC и 3 механические кнопки, которые отвечают за включение и выключение, регулировку громкости, плей-паузу, переключение треков, переключение между режимами панорамного звучания, включение режима низкой задержки, ответ-сброс вызова и вызов голосового ассистента. Управление удобное, настроить команды можно в приложении, что хорошо, а также команды сопровождаются системными звуками. Летим дальше. Оснащены наушники стандартно двумя 40-мм драйверами. 10 Max, как вы уже поняли, поддерживает активное шумоподавление, оно здесь до 46 дБ. ANC имеет 3 сценария использования, это общественный транспорт, улица и дом. Работает ANC неплохо, белый шум в наушниках есть, но он особо незаметный. Но вот то, что сила шумоподавления ощущается меньше, чем до 46 дБ, это факт. Возможно, с обновлениями данная функция будет работать корректнее, но сейчас вот так. С другой стороны, это полноразмерные наушники, которые и так имеют неплохую пассивную шумоизоляцию, а данный ANC, активный шумодав, это фактически бонус. Функция прозрачности меня не впечатлила, все из-за того, что микрофоны передают звук голоса и другие монотонные звуки на одной громкости. Разговаривать с собеседником на улице, не снимая наушники, очень затруднительно. Далее, заряд наушников в шторке отображается, полноценный мультипоинт до 2 устройств на борту, но вот датчиков обнаружения с функцией автоматической паузы, разумеется, нету. Емкость аккумулятора наушников 800 мАч, полный цикл зарядки наушников занимает 2 часа 15 минут, время автономной работы хватит большинству пользователей. По моим тестам на 70% громкости по кодеку AAC без технологии ANC они прожили у меня 115 часов, что, к слову, очень близко к заявленным 120 часам. Изначально я хотел протестировать их на 100% громкости, но решил проверить заявленные 120 часов. В итоге они сутками проигрывали музыку, и за первый день даже 10% заряда не ушло. В любом случае, время автономной
экономной работы достойная. Пусть и, как вы понимаете, разряд не совсем равномерный. 10-минутная зарядка дает не больше 1,5 часов прослушивания музыки в тех же условиях, что, конечно, немного, но в целом средний результат. Далее, приложение, к которому подключается 10 Max, называется Baseus. На стартовой странице есть заряд наушников в процентах с шагом в 10%, окошко с функцией панорамного звука с двумя режимами, такими как музыка и кинотеатр. Данная функция неплохо подходит для просмотра роликов и фильмов. Далее, помимо уже перечисленного мной ранее, можно обнаружить 12 предустановленных эквалайзеров. Ко всему можно создать 3 8-полосных кастомных эквалайзера. Предустановки неплохие, выбрать что-то да можно. На персонализацию звука наушники откликаются неплохо, но не сказал бы, что корректно. В любом случае, за подобный функционал плюс. Для любителей басов есть режим усиления басов, что актуально. Спойлер, баса в данной модели мало. Последнее, что есть в приложении, это поиск наушников и обновление прошивки, которое, к слову, мне еще не прилетало. Поиск наушников требует GPS-подключения, но при потере наушников показывает место, где было разорвано соединение, а не место, где находятся наушники. Далее, Bluetooth версии 5.4 из кодеков на борту AAC и SBC и даже кодек LHDC. Но лично у меня он не хочет подключаться в паре со смартфоном OnePlus 10T, что очень странно. Возможно, наушники еще не оптимизированы под разные модели смартов. Разумеется, другие наушники по кодеку LHDC с этим смартфоном работают без проблем. Связь наушники держат стабильно хорошо, через одну стену не отваливались, как и через две стены. Фризы наблюдались только в определенных локациях на улице. С включенным режимом для снижения задержки рассинхронизация изображений на YouTube незаметна, как в целом в играх. Но в играх она не минимальна, а для того, чтобы еще больше снизить задержку, необходимо их подключить по проводу, разумеется. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны с шумоподавлением ENC отрабатывают хорошо, но голос сильно искажается. Да, перегруз есть, и опять же, стандартно для подобного форм-фактора наушников. Обычный микро за эти деньги. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы беспроводных наушников полноразмерных Baseus Bowie 10 Max. И вот примерно так они смогут работать. Насколько хорошо или плохо микрофоны отрабатывают, решать вам. Но повторяю, что в данных наушниках в этой ценовой категории во время распродаж плюс-минус все работает, к сожалению, одинаково. Не волшебно. Звучание. Наушники имеют хороший запас громкости. Звук нейтральный. Бас есть, но он ощущается только с включенной функцией усиления баса. Назвать звучание басхедным сложно. Если бы звук подтянули по всем моментам, то подобный бас не портил бы картину. В итоге середина имеет не самую лучшую проработку. Высокие западают и сильно акцентированы. Каши есть, особенно среди высоких и средних частот. За подобную стоимость по звуку 10 Max проигрывает большинству полноразмерным наушникам. Разумеется, звучание не столь плохое, для повседневного использования они подойдут, но тогда и цена у них должна быть гораздо ниже. Мне в данной модели по звуку не хватает глубины, хорошего баса и приятного вокала без лишнего акцента. К слову, если использовать их по проводу, звук становится слегка сбалансированнее, но не лучше. Хорошо, что по проводу не используется заряд наушников. Минусы. Цена не во время распродаж, а во время распродаж адекватно. Звучание могло бы быть и лучше, так как в других моделях этого бренда звук был более качественный. Твердеют амбушюры, ANC по ощущениям меньше, чем 46 дБ, я бы даже сказал 35 дБ максимум. И кодек LHDC не работает со всеми устройствами на данный момент. Нет настраиваемой функции автовыключения. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там много всего полезного. Этим вы поможете проекту. Резюмирую. Беспроводные наушники Baseus Bowie 10 Max — хорошие полноразмерные наушники по функционалу и автономности. Сама модель ничем не лучше, чем ее конкуренты. Их достаточно. Ankera, One Audio, SoundPix и подобное. Так что меряем, слушаем, делаем выводы, ждем скидки, выбираем самое выгодное и самое приятное для себя. Тем более полноразмерки покупаются очень надолго всегда. Точно не на 2 месяца и не на год. От меня девайсу однозначная да, только во время распродаж. Подписывайтесь на канал с колоколом. Еще раз огромное спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.